Мне достаточно понравилось находиться в крипто-пузырях, начинать день с крипто-пузырей, потому что, знаешь, это как в машине, когда приборная панель уже надоела, и появляется новая приборная панель. Хочется в нее садиться и садиться. Сегодня для внешней команды мне не хочется быть и оставаться какашкой. Для этого я собрал вот такую, получается, таблицу. Надеюсь, ее здесь не подрезает. Если подрезает, мы ее сейчас перенесем в центр. Здесь я уже до этого рассматривал монетки такие как Dodo, Flow. Здесь для удобства есть возможность перейти на CoinMarketCap, чтобы приобрести эту монетку либо на бирже, либо на бирже. Знаешь что монетка, когда лежит на бирже, она тебе не принадлежит. Для этого мы пользуемся с командой кастодиальным кошельком, такой как MetaMask. То есть он является децентрализованным. Это видео называется «Инвестиции в криптовалюту для Woman и Women's». Посмотрим сегодня две монетки, чтобы у тебя был выбор. Первая монетку, которую я хочу рассмотреть, это Cronos. У них есть своя биржа, несмотря на то, что эта биржа кинула Кирилла Эванса, который достаточно прохаванный тип, давно уже здесь на крипторынке. Так, и на Cronos Cro мы видим, что рейтинг монетка занимает 29 место. Наблюдают за этой монеткой 721 тысячу наблюдателей. У нее есть, значит, контракты на Solana, на Космосе и на Эфире. Как раз вот Solana необходимо нам подизучить. Как и Cronos Crow, у меня, в принципе, тоже где-то есть отдельное видео, как приобретать монетку на Кроносе. Максималка, докуда она доходила, это почти что 90 центов. На сегодняшний день это 0,6 центов. Потенциал у нее достаточно интересный. Давай сразу копируем Кро, переходим сюда, вставляю здесь. Так, и здесь добавить ссылку надо. Копирую, ссылку вставляю. Все, для удобства ты можешь потом вот так взять на Cronos Cro, тыкнуть, и тебя перекинет на CoinMarketCap, где ты можешь уже непосредственно спуститься вниз, найти рынки. Здесь, соответственно, расположены биржи. На своих конкурентов они не листятся. Вот, допустим, на Binance ее монетки этой нету. Ну, не хочет она туда листиться. Также цену просто копируем. Нужно понимать, что здесь метод какой? Метод распределения для внешней команды, чтобы понимали, каким образом здесь можно было заработать. Это только через распределение. Потому что в одну поверишь, а одна раз и как раз с камина. Такое не особо-то хочется видеть в своем портфеле, на мой взгляд. Но если тебе, конечно, по кайфу, ты можешь выбрать этот элемент котлетирования в одну монету. Вот в этот список вот 90% у нее сейчас скидка. В целом профит по этой монетке можно увидеть через вот хороший прям такой профит через 2-2,5 года после того, как биток разворачивается. Сейчас мы еще на графике включим биток. Я нажимаю кнопку обзор, графика. И здесь возможно поставить биткоин. Вот мы видим, в принципе, здесь не совсем как-то очень корректно. Показывает, как будто биток в точности ходит как будто бы похожим образом. Как-то не совсем корректно вот эта система работает по накладыванию битка на другие монеты. В основном всегда все копируется. Так, в Твиттере 8468 твитов, и за это время им удалось привлечь аудиторию в 2 миллиона 600 тысяч наблюдателей в Твиттере. Нехилая как бы команда. Вовлеченность сейчас не особо большая, как мы видим, но она есть. По битку у нас происходит сегодня отстрел, включены недельные свечи, монетка немного поднялась на 16680, Cronos Cro мы отметили, записали. Ну и почему-то глаз лежит, я знаю, скорее всего уже кто-то, возможно, держит у себя в портфеле, возможно, кто-то нет. Есть вот такая монетка, которая называется интернет-компьютер, она тоже является фундаментальной. После того, как мы занесем в список, мы также посмотрим монетки до того, как они попали на рынок. Их также кто-то покупал. По какой цене, какую прибыль сделали внутренние инвесторы. И посмотрим по фондам, которые сидят в этих двух монетках. Я открываю CoinMarketCap этой монетки. Сейчас видим просадку на 90%. Это вообще золотое время, в котором мы сейчас здесь находимся. Также копирую цену в $3.84. По сравнению с тем, что она занимала достаточно большую цену на выходе этой монетки, а потом все, конечно же, съели. Но она в районе года где-то, может, на рынке присутствует. Зашла, может быть, на пике
даже не на пике, может в середине пампа битка. Торгуются уже на Binance, KuCoin и Bybit. Ранг занимает 39 место, наблюдают 377 231. Достаточно у них раскачан свой YouTube канал и продолжают там выходить новости. Наблюдателей твитов в Твиттере 2223 твита и подписчиков 638 тысяч. Твиттер зарегистрирован 2016 года. Вовлеченность тоже есть, но не особо сильная. Будет, когда цена будет расти, вовлеченность поднимается. Сейчас всем страшно, все повыходили. 3% осталось на крипторынке. Если ты заходишь сейчас только, ты как раз сейчас попадаешь в эти 3% таких проснувшихся криптонов, либо начинающих, либо оставшихся здесь. И это твой шанс, великолепный шанс остаться в лодке, определиться с суммой, которую ты можешь видеть, как она тает, и потом уже входить в разные монетки. Монетка за 2 года, что пребывает на крипторынке за 2,5 года, имела самую большую стоимость, это в 0,96 центов, сейчас пребывает в 0,6 центах. На графике мы видим полномасштабный сейчас график, всю историю выхода на рынок СРО, хотя не совсем весь. Ладно, главное, что мы видим наивысшую ценность, которую монетка достигала. Соответственно, с сегодняшней точки 0,6 центов, это будет, возвращаясь к той прежней точке, монетка будет стоить 0,98 центов и даст заработать 13 иксов 95%. В процентном соотношении это 1395%. Такое минимальное, чтобы я по ней ждал и уже какую-то бы часть, допустим, начинал бы фиксировать. Для того, чтобы зацепить как можно больше именно таких полтинничков, то есть 52 икса, цена будет порядка $3, 52 центов. Ну, даже полтинник возьмем, полтинник иксов. В процентном соотношении это 5070%. Опять же говорю, что это долгосрочное вложение, это инвестиции. Так, выкатываю список. Вот он список. Список будет закреплен, Google таблица будет закреплена под описанием в этом видео. Список этот будет пополняться. Я смотрю самые такие просадочные монетки, с которых уже достаточно большое количество вытряхнули. И есть вероятность, что еще будут вытряхивать. К этому тоже нужно быть готовым. У монетки нет открытых фондов, которые бы ее поддержали. Тут, конечно же, ключевая информация, которую здесь можно в профиле взять, это получается, что есть фиксированный запас эмиссии, то есть напечатать и распечатать больше этих токенов нельзя. Есть ограниченное предложение. Также здесь на паузу можешь поставить, прочесть вот эту вот сноску, подробные сведения, если тебе хочется углубиться в эту монету. Предпочитаю оставлять сознание более чистым, непредвзятым, и мне так больше по кайфу. Компьютер, интернет, значит, монетки не больше года. Самую наивысшую точку цены, которую она достигала, это $491. Монетка СРО, если приходит в $3.50, для этого есть определенный список, который нужно раскладывать постепенно и распределяя монетки, потому что неизвестно, какая заскамится, какая уйдет просто в утиль. Поэтому я тебя предупредил, в целом $100 вкладываем. Получается, через 2-2,5 года, после того, как биток отстреляет, СРО может дать порядка $5000, 833 бакса. Компьютер, интернет у нас сейчас стоит $3.84. Монетка, если возвращается на вот эти вот пункты, $491 за одну монету, надо еще посмотреть. Это может быть очень достаточно долгосрочная игра, хотя мы видим, что циркулирующее предложение уже находится, половина всех монет уже находится в обращении, и это замечательно. Половина монет это не 20% монет, не 30, а половина. Поэтому есть вероятность, что монетка может прийти в $491 через 2-2,5 года. И здесь монетка, когда возвращается на свои хаи, также мы как можем наблюдать, что у монетки Internet.com присутствует свой блокчейн, потому что нет открытых контрактов, на которых бы эта монетка могла пребывать. И всю историю, которую мы сейчас можем наблюдать на DEX скринере, это всего лишь $17. И я предполагаю, что
на самом Binance даже истории может быть больше. Да, у Binance такой памп был мощный, что аж монетка улетела на 2724 доллара за монету. Такой вот мощный был сквиз. Сквиз это как раз то проскальзывание, когда вот в панике люди начинают покупать. То есть, в принципе, если вот на самой Binance, бирже Binance, такая вот цифра появилась, что до 2836, то может вероятность такая быть, что монетка через там 3-4 года, 5 лет может прийти в 2836 долларов. А это порядка 754 икса 0,1%. В процентном соотношении это 75 401%. Это, видим мы, оптимальные иксы, это 127 иксов, возвращаясь на прошлый хай, который зафиксировал другой агрегатор. Умножаем это, допустим, баксов на 300, это получается 38 360 баксов. Но монетка, когда придет на прошлый свой АТХ, туда в 2865 долларов, то это получится 746 иксов. И умножая это на 100 баксов, равно получится 74 690 долларов 379 баксов. И еще, что интересно по этой монетке, я хотел бы показать, что у монетки есть инвесторы и фонды. Вот можешь полистать и посмотреть, какие фонды у них сидят. Также два инвестора. Но здесь засели достаточно такие тоже крупные фонды. А приобретали они эту монетку до того, как она вышла на рынок по 0,03 цента и 5 пунктов. Но мы на графике как видим, что монетка доходила до 2865 долларов. Поэтому мы это делаем 2865 долларов делим на 0,35. То это получается 81 857 иксов. Это только иксы, даже не проценты. Да? И умножаем это на 100 долларов. Это получается 8 миллионов 185 тысяч 714 долларов. Крипторынок тебя вознаградит, если у тебя действительно стальные яйца, и ты можешь определиться с суммой вложения, которая тебя не коробит, с которой ты можешь спокойно спать и не заглядывать постоянно в свой телефон. Для этого есть у нас в команде крутые мощные предложения, которые будут по ссылке в описании. Благодарю за то, что досмотрел это видео до конца, лупанул лайк, дизлайк и оставил комментарий. С тобой был Макс. Заработок М долларов крипто. До новых встреч.